Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания гортензий. В этом видео я вам покажу обрезку крупнолистной гортензии. Уже давно хотел снять это видео, потому что очень много вопросов поступает по обрезке именно крупнолистной гортензии. Потому что вроде бы как вот с метельчатой гортензией все относительно понятно, как ее обрезать. И у меня много видео на эту тему. Я много показывал вам способов обрезки и о времени обрезки рассказывал, подходящем для метельчатой гортензии. А вот о крупнолистной гортензии как-то мало рассказывал. И сегодня этот пробел я закрою, покажу вам, как я обрезаю крупнолистную гортензию. Потому что кардинально отличается обрезка крупнолистной гортензии от гортензии метельчатой. Сейчас вам покажу, как я это делаю, и немножко вам перед обрезкой расскажу по срокам. Дело в том, что в отличие от метельчатой гортензии, которую мы обрезаем очень рано весной, как только сойдет снег, либо поздней осенью, после листопада уже можно обрезать метельчатую гортензию. А вот с крупнолистной не все так просто. Она очень рано начинает вегетацию, даже под укрытием. Я ее укрываю воздушно-сухим способом. Так вот, весной, как только начинает пригревать солнце, еще лежит снег, а гортензия крупнолистная у меня уже начинает раскрывать почки прямо под укрытием. Это, конечно, опасное время, потому что у нас в это время еще бывают достаточно сильные заморозки, и укрытие с гортензией крупнолистной я снимаю достаточно поздно, позже, чем срос. И в этот момент уже почки раскрыты, и сразу видно становится, какие ветки подмерзли, потому что гортензия крупнолистная, как правило, малозимостойкое растение. При минус 15 градусов мороза, при минус 15 градусах она уже способна подмерзать, особенно при раннеосенних таких вот сильных заморозках, похолоданиях. Конечно, это растение сильно страдает. Ну и при весенних тоже возвратных заморозках, которые случаются очень часто в мае, в средней полосе и в конце мая бывает, и даже в начале июня иногда растение может пострадать. Вот как в прошлом году я вам показывал, что меня прихватило достаточно серьезно гортензию крупнолистную, но тем не менее все равно она цвела. А сейчас я покажу вам, как я обрезаю гортензию. Делаю я это уже в более поздние сроки, примерно в конце апреля, начало мая уже понятно, какие ветки на крупнолистной гортензии нужно вырезать, какие засохли, какие вымерзли, ну а какие просто мешаются, смотрят низко от земли, расположены и смотрят горизонтально. Давайте перейдем к обрезке. Сначала покажу вам общий вид. Вот видите, я не убирал соцветия осенью, так они у меня и зимовали вместе с соцветиями, и сейчас, естественно, их нужно будет все удалить, и видно, что некоторые побеги, вот смотрите, они почернели и вымерзли примерно до середины. Некоторые побеги перезимовали получше, как, допустим, вот этот побег, видно, что на нем есть почки на верхней части. Но почки слабые, я думаю, что я все-таки укорочу пониже. Дело в том, что этот сорт крупнолистной гортензии достаточно хорошо зимует, у него повышенная зимостойкость, и он хорошо цветет, даже если обрезан наполовину. Да? Слишком коротко обрезать гортензию крупнолистную ни в коем случае нельзя. И тем самым вы не получите никакого вообще цветения. Если, конечно, сорт не ремонтантный и вы находитесь в южном регионе, тогда еще можно получить цветение на побегах текущего года. А в средней полосе, в более северных регионах, нужно сохранить как можно большее количество побегов, ну хотя бы чтобы до половины побег был живой и не замороженный, не почерневший. Ну а сейчас будем обрезать и покажу вам уже более наглядно, что останется от этого кустика после обрезки. Я стараюсь сохранить как можно больше побегов по возможности. Естественно, что удаляю прошлогодние соцветия. Вот смотрите, хороший пример. Вот побег, вот хорошо развитая почка. И сейчас уже видно, да, вот хорошо отросли уже
молодые побеги. Видно, какие почки живы, поэтому я вот таким образом удаляю верхнюю часть побега. Вот этот побег вот рядышком, вот смотрите, вот у него почка. Я также удаляю. Все сухие, все удаляется. Вот смотрите, веточка интересная. Вот здесь вот раскрылись почки на верхней части, поэтому я ее полностью оставлю. Даже центральная верхняя почка жива, поэтому, естественно, я обрезать ее не буду. Здесь обрезаю вот побег, смотрите, наглядно, да, до верхней почки, точнее, до почки, которая раскрылась. Сейчас очень хорошо видно, что обрезать. Вот обратите внимание, здесь у меня осталась подвязка с прошлого года. Это лента старого агроспана. И очень удобно подвязывать побеги, то есть собирать кустик, чтобы он не разваливался. Это мягкий материал, который не перетирает побеги, если вдруг ветер, там, чтобы не повредить растения. Ну и хорошо поддерживает, конечно. Вот самый удобный способ подвязки, я считаю, это вот такие ленты от старого агроспана. Можно белый использовать, можно черный. Главное, чтобы плотность была не менее 40. Более плотный материал лучше, естественно, более крепче и лучше держит растение. Далее, смотрите, вот побег, он вымерз практически до самого низа, поэтому я его удаляю полностью. Вот также побег сухой, нет на нем никаких почек, я его вырезаю. Вот такой побег, смотрите, естественно, я просто укорачиваю. Те побеги, которые слишком сильно наклонены к земле, практически горизонтально расположены, можно использовать для размножения гортензий. Если вы хотите получить хорошие саженцы к осени, то их можно использовать. Естественно, они должны быть живыми. Вот. Если они вам не нужны, то лучше их удалить, чтобы просто растение имело более компактный вид, красивый. Я, допустим, их в большинстве случаев удаляю, если мне не нужны саженцы. Все обрезанные листья, старые прошлогодние сухие побеги, а также соцветия нужно обязательно собрать и убрать подальше от растений, так как на них могут зимовать болезнетворные микроорганизмы, чтобы гортензии меньше болели. В этом году, конечно, все это надо собрать и удалить от растения. И сейчас вам покажу веточку, которая в прошлом году укоренилась. Она была как раз таки горизонтально расположена и укоренилась самопроизвольно. Вот, смотрите, обнаружил эту ветку. Это может быть очень хороший саженец в дальнейшем. Вот здесь она укоренилась, вот в этом месте. Что я ее попробовал приподнять, и видите, она прям как к земле, да, прилипла. Все потому, что вот в этом месте образовались корешки. Что нужно сделать в этом случае, если вы обнаружили такую веточку, то ее нужно просто вот так отделить, отрезать от материнского растения и аккуратно выкопать и посадить либо на новое место, либо в контейнер в отдельный, в емкость, чтобы дорастить ее за лето и уже осенью высадить. Ну, получаются сильные, хорошие саженцы. Вот смотрите, несколько на нем уже побегов образовалось. Это растение в этом году уже даже может на таких побегах появиться первые соцветия. Вот еще на другом кустике вам хочу показать ситуацию, когда вот проснулась верхняя почка. Она, конечно, слабенькая. И вроде бы как напрашивается обрезать покороче, но я это делать ни в коем случае не буду. Я надеюсь, что эта почка сохранится и, возможно, даже даст цветочный побег соцветий. Поэтому обрезать крупнолистную гортензию надо очень аккуратно, очень щадяще, сохраняя максимальное количество почек, которые распустились. Ни в коем случае коротко ее не обрезайте, в отличие от метельчатой гортензии. Вот обратите внимание, низко расположен побег, который практически высох. Обрезать надо, конечно,
оставлять как можно более маленький пенек. Ну, как получится. Старайтесь пеньки оставлять поменьше. Вот смотрите, сухой побег. Вот он видно, да? Видно сухой. Отрезал. А вот этот побег, он живой. На нем есть почки. А вот этот кустик гортензии перезимовал намного хуже, потому что здесь было меньше снега. Смотрите, верхняя часть практически у всех побегов вымерзла, но зато нижняя часть жива. Цвести, вероятно, будет, конечно, такое растение не так обильно, как те, которые я вам до этого показывал. Весь вот этот сушняк я срежу, а вот эти молодые побеги, но если не зацветут, то, по крайней мере, будут просто зеленый создавать фон, либо, может быть, и зацветут, но, естественно, попозже, ближе к осени. Посмотрим, понаблюдаем. Вот такой вид приобрел кустик крупнолистной гортензии после обрезки. Конечно, в дальнейшем нужно будет либо подвязать, как я вам уже показывал, полосой из агроспана, лентой из агроспана, либо установить можно вот такие вот подпорки, как на вот этой розе, из пластиковых труб выполнены, либо любые другие опоры, по аналогии с опорами для смородины. Для этого растения, конечно, потребуется, потому что побеги тяжелые, от ветра и дождя они склонны к пониканию, а уж тем более в период цветения, когда образуются огромные соцветия, очень красивые и тяжелые, а побеги тонкие, то в этом случае растение начинает, конечно, разваливать побеги. Поэтому опоры обязательно для него потребуется установить. После обрезки крупнолистной гортензии я бы вам, конечно, еще посоветовал обработать ее от болезней и вредителей. Можно это сделать баковой смесью, например, такими препаратами, как от вредителей, к примеру, используя Актару, от болезней можно использовать Топаз, либо другими препаратами, которые вы найдете в ваших магазинах. Ну и, конечно, после обработки я бы рекомендовал еще и подкормить крупнолистную гортензию, но делать это надо правильно, использовать либо специальные удобрения для гортензий, либо составлять свои какие-то смеси. Единственное, что удобрения не должны подщелачивать землю, наоборот, ее подкислять. Я о таких способах подкормки уже рассказывал в своих видео, но, возможно, сниму еще одно видео и покажу вам весеннюю подкормку крупнолистной гортензии. В принципе, этой подкормкой можно подкормить также и метельчатые гортензии в весенний период, в период, когда раскрываются почки. Всем большое спасибо за просмотр, хорошего вам цветения.